Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте, всем добрейших времен. У кого какие там, кому доброе утро, кому добрый день, кому еще чего. Всем привет, короче. Привет, Игорь, привет, Азель, привет, Бончикс, привет, Аспис. И привет всем тем, кто может еще есть, но молчит, или тем, кто записи когда-то может будет смотреть. Сегодня опять у нас очередь Nine Souls, опять сегодня он, 5-й стрим. Продолжаем там, где там, где закончили, точнее, с того же момента, с той же локации, понятное дело, как всегда. Сегодня в планах опять новые локации, опять новые боссы, опять новые солы, надеюсь, а то на прошлом стриме у нас прям полноценного сюжетного босса, очередного сола не было, только у нас там был босс. Это башка из стены торчащая, которая плевалась мясом. А прям соло полноценного не было. Но зато сегодня будет, думаю, точно. Так, последние дела тут просматриваю, доделываю. Нас ждет локация незабываемых звуков. Мне сразу вспоминаются веселые локации из Силксонга, где тоже были веселые звуки, незабываемые. И мобы такие же. До кого дошли уже? Да, вот Игорь ответил уже. Дзешка прикольный. Дзешка. 4 человека с начала стрима? Да, неплохо. Это лучше, чем 0 или 1. Или 2. Но вопрос, что будет дальше? Со временем. Так, вроде все готово. А, ты имеешь в виду 4 на Твиче, что ли? Я думал, ты имеешь в виду 4 в целом. Ты мне показываешь даже на Твиче. Сколько, 3 или 4? Да ладно. Да не может быть. Да где же это видно? Конхой уже пройден, как я понял. Да. Это собака мерзкая пройдена. Это башка. Так, еще осталось геймпад подключить и все. Да, на Твиче тоже много было. Так, один момент. Все. Погнали. Изначально это был обычный кот. Ага, но мутировал в какое-то нечто, которое извергает мясо. Не понравился мне тот босс, как я говорил. Да и ты говорил, по-моему, что это вообще самый худший босс в игре. Так, уже слышу эти веселые звуки. Предстоит нам эта фабрика, эта веселая локация сегодня. И эти звуки все. Сегодня слушать и лицезреть. Ну да ладно. Вроде все готово, все пошло, все работает. Если что будет дергаться там или со звуком что-то, кричите, говорите. А мы погнали. Так, во-первых, там внизу вроде все, только там налево что-то было. Тут наверху костер. Можно идти налево, можно идти направо. Давайте сначала налево. Тем более, не, направо там тупик, поэтому тем более налево. Оу, здравствуйте. Половину того стрима вообще пропустил. А в записи... Блин, опять это жарень. Я думал, тут ее не будет. Ай.
прошлом стриме мы получили целых 2 новых картриджа. Это было просто невероятное сокровище, невероятный подгон. И у нас сейчас целых 7 хилок. Что просто невероятно. Так, тут тупик пока что. Записи не смотрел. Не нашлось времени. Зато больше и не будет подобных боссов вроде. Вот и хорошо. Уж лучше байчики какие-то, чем такие вот непонятно что. А, это я опять здесь. А, ну я отсюда и приехал. По-моему, да. Пардон. Обратно. Байчики вообще вне сравнений. Согласен. Так, значит, можно либо вниз спуститься, опять вот туда налево сходить, либо направо, вот туда наверх. Давайте сначала вниз. Если туда можно, конечно. Тут опять эти мобы веселые. No, 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 no. Так, вот сюда я не ходил. Гори. Сундучок. Если бы знал, сразу сюда и пошел. Компонент. У нас уже опять 1000 денег накопилось. Да, тут тупик. Идем наверх. Недолет. Конхой был богатым котом, который уже не помню, что сделал, но как-то не угодил клану Цзэ, из-за чего Цюань его поймал и через трансмутацию превратил в того, с кем мы сражались. Причем, вероятно, он в таком виде и осознанно существовал столетиями. Понятно, очередная жесть какая-то лорная. Что-то в этой игре побольше всякой жести, чем в Hollow Knight было. Возрастной рейтинг у этой игры какой, кстати? Такой же, как у Hollow Knight или пожестче? Пяу. Сразу троих. Деньги 1500 уже. Так, запомню, что там наверх надо было еще сходить. А, тут тупик. А если сюда? Сменится производство стражников. График производства стражников нового Кунь-Луня. Дефицит производства легионеров Красного Тигра. 5 смен, под 43 единицы каждая. Автоматическое планирование должно продолжаться.
Для создания модифицированных стражников на алхимической фабрике Нового Кунь-Луни используются утраченные технологии алхимической трансмутации из царства Дзе. Нагрев и обработку в ядрах печей проходят все материалы, эмбрионы, лекарственные травы, гены животных и биомасса. Генетический материал, содержащий ген регенерации Канхоя, обеспечил мощный технологический прорыв, благодаря способности выдерживать многократные модификации. Говорят, что образцы были предоставлены щедрым добровольцам. Посочувствовал бы ему, если бы он таким боссом ужасным не был. Да. Именно так. В Hollow Knight я и расчлененку такую не сильно-то помню. Да я вообще ничего такого не помню. А тут прям что-то много уже всякой подобной жести. Мясо прям на мясе. В прямом смысле. Думаю, с самого начала 9 солов понятно, что она жестче. Ну да. Рейтинг пишет 16+. Понятно, просто интересно было, какой там, какой тут. Просто, если они прям одинаковые, то странно, что там все было еще более-менее, а тут прям жесть такая. Так. Мясо на мясе, начиненное мясом. Угу. В прошлом стриме как раз босс был вот этот вот сплошное мясо. Не, все-таки сначала гляну, что там наверху. Что там, во-первых, сундук был. ХК он разный на разных платформах. Ах ты, тварь. Не, туда пока, походу, не добраться. Может, как-то сверху, что ли? Уж эти звуки. Так, иди сюда. Не перепрыгивают эти штуки. О, один не перепрыгнул. Теперь ты. Ай. Молодец. Алло. Чуть-чуть подгорели. Ничего страшного. Шорткат.
No, 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 no. Тут у нас что? Закрыто. Кнопки открытия нет пока. А вот и сундук. Я же говорил, я доберусь. Ну, звуки-то, кстати, нормальные. Не знаю, это именно об этих звуках Игорь говорил, или у нас еще какие-то впереди ждут звуки? Ой, ё-моё, это еще выше можно. Да, надо было сначала направо идти, походу. Да, что-то у меня есть такое ощущение. Туда не допрыгнуть. Очень жаль. Ау, ау. Ладно, давайте сначала вниз сходим. У меня есть ощущение, что мне надо как раз наверх подниматься все выше и выше. Вот туда направо. Там может какой-то секретик или просто шорткат. Снайперы. Не слышится, что они говорят что-то. Кое-что. Да? Да ё-моё. Я что-то... Ничего такого вроде не слышу. Ну, лично я за себя говорю. Мне этот звук забавным кажется просто. Ну да. Так и есть. Быстрее, быстрее, быстрее. Оу, там уже стоит кто-то большой, я вижу. Не, погодите. Погодите. Оу! Здравствуйте. Здравствуйте, сударь. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Что это был за звук? Наслаждайтесь возвышенной вечностью среди неувядающих предгорий, кунь.
Не. Бумс. Нарушитель. Эй! Эй! И что, его побить? Или не бить? Это мало ли что-то сейчас для достижения поломаю. Бить, не бить. Можно, да? И не успел. Успел. Чип алхимической зоны. Администратор этой зоны превратил ее в тюрьму. Иронично, однако не все заключенные здесь получили право на суд. Это пригодится. И лифт открыли. А, тут тупик. Там наверх. А это куда? А, тут тоже был тупик, но теперь мы его открыли. Все, замечательно. Давайте, наверное, сгоняем на костер и тэпнемся на наш павильон. Отдадим этот чип. И потратим деньги, может быть. Мы же еще телепорт получили на прошлом стриме. Вообще-то. Буду держать это в тайне, а то тоже начнете это слышать. Ну, спасибо. Эх, жаль, казино тут нет. Да, викторины какой-нибудь, да. Кто хочет стать миллионером. Жаль, жаль. Так, кто-то поговорить хочет? Пока я дома. Никто не хочет. Никто не хочет. Со всеми поговорили. Так, а на что я копил? Наверное, для стрел. Что-то там копил я деньги. Тут нефрит и блок. А, и яд. Угу. И яд, значит, да. Яд. У меня 2000. 2000. Стрелы. 2500. Емкость 2500. Не, давайте емкости улучшим. Сначала дам чип. Ага, вопросы были бы связаны с названиями китайскими. О, нет. Спасибо, спасибо, сударя. Добрые дела, великое счастье, долгая жизнь. Теперь ты просто издеваешься. Сударю большие успехи и долгая жизнь, большая счастливая семья, полный дом. Так, карта. Отлично, отлично. Так, тут у нас 6 из 6 и 3 из 3. Великолепно. Тут, ну, 6 из 9, 1 из 2 и босс секретный. Босс секретный, мне кажется, его там уже нашли. Я даже видел его там краем глаза, но к нему мы пока не ходили. Но его нашли. О, это тоже считается?
4 из 4, а тут 2 из 4. Тут я что-то пропустил. Вот тут слева как раз, походу, внизу. Это там, где эта тюрьма была, да? Где мы с этой собакой, башкой этой дрались. Да, тюрьма. Надо будет, значит, туда вернуться когда-нибудь, как-нибудь. Тут еще что-то одно не найдено. Емкость для песка. Берем. Теперь у нас 4 выстрела. Помню эту долбаную тюрьму. Я теперь тоже запомнил ее. Наш кот зэк получается. Да. Как бы это ни звучало. Вот мы снова здесь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, сейчас будет босс. Мини-босс. С кучей охраны по углам. О, небесный часовой. А можно сначала с охраной с охраной разобраться, да, а то, блин, достреляют меня до смерти, хотел я сказать. Ой, блин, еще отсюда. А. Стоп. Вот. Чтобы быстрее было. Теперь вы, мерзавцы. Вот так вот. Вот. Вот теперь сейчас будет более честно, поинтереснее. Я не успел. Ух ты, он еще вот так умеет, это что-то новенькое.
Полегче. Такого я еще не видел. Он еще и на всю арену эти штуки пуляет. Блин, все плохо. Хочется убегать, и по итогу как раз на это попадаюсь, да. Есть такая фигня. Так и задумано разработчиками. Я попадаюсь на это. Хорошо шел вообще. Если уходишь, то он хилится сразу. Да, я заметил. А то это был бы слишком жесткий абуз. Убегать с арены, подождать, подхилиться, пока он там до тебя не может достать. Справедливо, что он сам хилится тоже в это время. Попал. Мне вот эти столбы огненные всегда флешбеки к какому-то этому самому гриму. Постоянно вот эти огни из-под земли. Мне сразу эти вьетнамские флешбеки неприятные. Да ты задолбал, робот долбанный. Попал. Он мне сбивает талисманы, зараза. Я его тоже позбиваю так. Всё, я зря только что улучшал лук. Ёмкость. Нефрит концентрации. Поглощает один заряд ЦИ при выполнении заряженного выпада, чтобы усилить удар и увеличить дальность его поражения. Дорого. Сразу 3 ячейки. Дорого. Чуть не попался. А то флешбеков Королю Кошмару насмотрелся. Вот и хорошо.
Ай-яй-яй, какая громадная карта. Я уже тут сейчас заблужусь. И всего один костер на всю эту локацию. Как так-то? Так, сейчас можем отключить эту самую. Огонь. Отлично. Все, теперь будет поудобнее исследовать. Сплагиатил атаку. О, это мне еще в своей игре как-то медальоны балансить придется. Да, потом, когда игру выпустишь, наверняка еще придется всякие патчи делать по балансу. Потому что со временем все равно что-то где-то поменяется. Что-то со временем будет считаться больше имбой, что-то меньше. Остатки волос. Яд. Чьи-то волосы. Тяжелые металлы накапливаются в волосах тех, кто проходит через интенсивные трансмутации, что здорово вредит как самим пациентам, так и окружающей среде. Боже, мы дадим этому товарищу волосы жрать. Кошмар. Тут я был, тут нигде ничего вроде нет. Спасибо. Почему я не удивлен? Эти роботы пока что самый бесячий моб в этих локациях для меня. Летающие, постоянно мешающие. У меня есть кандидаты на тестеров, так что думаю, более-менее будет. Чуть про шорткат не забыл. Так, там можно наверх на лифте. Так, босс у нас есть. 8 из 9, 1 из 2. Еще где-то два предмета каких-то пропустили. Ну, я же нажал. Не, давайте сначала с этими снайперами долбанными разберусь, а то они меня заспамят своим снайперством. Так, 1.
Мне на лифт надо, я так понимаю, или вот сюда налево надо. По сюжету, скажем так. Чтоб я случайно раньше времени не пошел туда, куда мне не надо. И там еще справа у меня эти остались души, которые я пропустил. Черт. Лифт потом. Все. Все, понял. Так, а тут я был. Нет, вот тут я не был. Это что такое? А, это временные эти... Временные платформы. Ну, конечно, блин, под конец этой дороги надо было просто волоситься. Как всегда. Опять все заново. Во-во-во, туда вас. Закон подлости. Да, блин, закон подлости, он меня всю жизнь преследует. Это просто жесть. Как он уже надоел мне. Ой, не та кнопка. А, можно и так, да? Жалко, конечно, стрелу, но ладно. Я даже не знал, что стрелой тоже можно. И что у нас тут? Еще один картридж. Хотя нет, последний картридж у нас в продаже. Ой, нет, только не это. Ой, опять эта фигня, что ли, сейчас будет. Не, ну это опять сейчас либо рандом повезет, и мы за пару секунд справимся, либо нет, и опять полчаса сидеть. Ключевая вещь. Истребитель генов. Данный токсин может вызвать необратимые повреждения, если добавить его в алхимическую печь. Этот специальный нейтрализатор, созданный для остановки вышедших из-под контроля экспериментов. Истребляет все последствия любых генетических модификаций. Аптечная панель. Предупреждение о шкафчике для лекарств. Внимание, шкафчик для лекарств поврежден. Используйте истребитель генов на всех оставшихся подопытных. Трансмутационные лекарства представляют собой комбинацию биологических и химических веществ, способствующих модификациям генетических последовательностей. Их можно принимать внутрь или вдыхать. Наркоманы. Некоторые лекарства вызывают интенсивную боль, нетерпимые для многих. Иные препараты имеют настолько сильные побочные эффекты, что должны применяться исключительно под контролем профессионалов. Точно наркоманы. Нет, тут просто. Что, тут ничего нет? Да, ничего нет. Я вот думал, опять это загадка. Ладно. И все показывает. 9 из 9, 2 из 2. Тут тоже все, везде все. Надо еще пойти души забрать, и можно идти на лифт, походу. Его нужно использовать для достижения. А, это тот самый предмет, о котором ты говорил в конце прошлого стрима, что там надо что-то важное использовать. Чтобы ты не забыл сказать об этом. А где это использовать? Где-то потом по сюжету? В будущем?
Деньги. Так, 490. Но мне ни на что не хватит. Значит, идем к лифту. А жаль, я бы порешал. Да. Да, его сложно забыть использовать. Ты сразу поймешь, где это. Все тогда. Без проблем. А, увидишь. Прям сейчас увижу. Окей. Вперед. На самый верх. О, костер. А то я уже думал, может сходить вниз к костру, а тут прям как раз следующий рядом был. Отдыхаем. На что я там коплю? А, понятно. Тут ничего не меняем. Еще одна маленькая локация. 0 из 3, 1 и 1 такой. Оу, прям так сразу. Модель сфера Хаотянь. Этикетка модели сферы Хаотянь. Сфера Хаотянь простирается на 9000 ли. На ее борту установлены 3 дальнобойные корневые орудия. В конце эпохи раздора Цзитун инициировал строительство сферы Хаотянь, массивного спутника, питаемого бесчисленными корневыми колоннами и способного испепелить любое государство на Пенлае. Многие выдающиеся ученые были привлечены к работе над этой вооруженной космической станцией, полагая, что трудиться во благо науки над исследовательским спутником для изучения глубокого космоса. Амбиции Цзитуна по объединению Пенлая были разрушены гильдией Фаньши, а станция так и не была завершена. Он что, строил звезду смерти? Она даже похожа. О, местная звезда смерти. Вот и Игорь тоже так подумал. Первый нефрит на веке. Согласен. Точно так же, как и у тебя, у меня получится, походу. Всю игру с ним. Мне кажется, это и есть отсылка. Может быть. А на Старкиллера тут будет отсылка какая-нибудь? Артефакт. Меч Дзе. Солерийский артефакт, его можно отдать Шуань-Шуаню. Древний родовой меч клана Дзе. Индивидуально выкованные мечи отыгрывают важнейшую роль в культуре Дзе. Сложность и форма оружия отражает личность и положение своего владельца. 1 из 1, 1 из 3. А вот и оно. Прям сразу активировать или можно посмотреть, что тут еще есть? Или сейчас какая-то катсцена начнется, а то я уже вижу. Сидит там в этой камере, как Дарт Вейдер. Тоже подумал, что это отсылка. И я тоже подумал, что это отсылка. Все подумали. Ничего нет. Тупик. Ну, можно вот к нему подойти, а можно сначала сюда. Давайте сначала сюда. Вот так вот тебе. Ядом его.
Используйте истребитель генов перед битвой с Цзюанем, господи. Постоянно в шоке от этого имени. И что, он теперь станет послабее или наоборот посильнее? Ну-ка. Погнали. Слабее? А если бы я не использовал, он что, какой-то непобедимый был бы? Так. А? Вы сбежали? Как забавно. Но спрошу я вас, молодой господин И, к чему такая спешка? Если желаете подраться, я всегда готов. Ну так давай. Давно пора. Цзюань. Что происходит? Что-то сделали с моей алхимической печью. Блестяще, просто блестяще. А я знал, что вы можете играть грязно. Говорил же, что мы с вами одинаковы. Shut up. Будто есть смысл играть честно с таким мусором, как ты. Я так тронут. Играть грязно — это всего лишь благородная традиция солярийцев. Зло выгравировано в наших генах. Давай уже драться, сколько можно трындеть. Как солярийцы мы должны быть более эгоистичны, беспощадны и выносливы, чем кто-либо другой. Именно этим клан Цзэ выделялся среди остальных. И именно этим царство Цзэ и погубило себя. Когда Игун справится с этой проклятой болезнью, возрождение нашего царства будет не за горами. Жаль, однако, что вы этого не увидите. О, погодите-ка, я знаю. Почему бы не бросить вас в одну из наших алхимических печей, да не превратить в генетического стража? Даже позволю вам стоять в первом ряду на наших военных парадах. Погнали! Покончим же с этим поскорее. Ну, наконец-то. Я же нажал. Эй-э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 й. Нечестно, нечестно. Но зато музыка прикольная. Музыка зато мне нравится. Да, музыка, да. С ним ударом надо сбивать. Сейчас все будет. Секундочку. Чуть-чуть отвлекусь. Одна из немногих прикольных. Но он не особо слабее стал. Ну, зато, я так понимаю, главный плюс этой штуки, мне кажется, когда он как раз кашляет, в этот период можно спокойно там подхилиться или чуть-чуть передохнуть, какую-то там секунду-две, пока он кашляет. А то без этого, наверное, тут бы как пулемет постоянно стрелял, постоянно летал, постоянно что-то кидал туда-сюда, туда-сюда. Ни секунды перерыва, ни секунды отдыха вам никакого. А тут хотя бы пока кашляет хоть какой-то перерыв секундный. Погнали. Я же нажал. Ага, лук сбивает этот щит. Ладно.
Куда в огонь меня? Я не понимаю, я сколько раз нажал, а ни разу не попал в это парирование. Тайминги хреновые, значит. Блин, опять эти огненные столбы долбаные. Ну, уже получше. Чуточку. Главный босс игры Байчик, что-нибудь хоть 9000. И ну я же нажал. Это я же нажал, меня преследует во всех соус-лайках или любых таких играх, где есть боссы, где есть что-то такое вот, что много попыток приходится тратить на это. Заряженный удар на щит. О, спасибо. А то лук трачу. Зря. Вообще я тоже луком сбивал. Да, лук бы поэкономить в идеале. Ай-яй-яй. Куда? Опять в огонь. Ай-яй-яй. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. No, 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 no. Так, хорошо, спамить этим ударом. Блин. Спамит и спамит этим своим огнем.
Не туда, не в ту сторону. Хотел подхилиться. Зажал хилку. Ого, у нас в чате второй Игорь появился. В этой песне текст есть даже. Текст? Какой там текст? Он иногда рывок вперед делает, что надо подпрыгивать, а иногда обычный удар делает. Не успеваю понять, когда как. Что ты делаешь? Вот опять. Этот огонь больше всего меня напрягает вообще. Все попал просто, все по мне попал. Опять. Отвратительная попытка. Ноль хилок. Просто замечательно.
и думал. Но зато музычку наслушаемся прям по полной программе. Было бы обидно быстро закончить с боссом, чтобы толком ее не послушать. А так как? Сейчас наслушаемся за 100 миллионов попыток. Мне помнится, саундтрек Кармелиты в Силксонге до 7 часов уже понадоесть успел. Может быть, тут так же получится. А может нет. Буду сбивать, значит, тебе этот огонь долго. Ну что ты спамишь, тварь? А мы 7 часов ее проходили? Ну сам стрим там 7 часов длился. Я уже без понятия, сколько мы в целом там с ней дрались. Не помню, мы вообще считали. Там еще на вторую часть стрим разделялся. Так, уже получше. Не попал, блин, стрелу жалко. Вар, как обидно, блин. Как же все хорошо было, пока вот эти две ошибки не совершил. Опять все кнопки подряд.
Ну я же нажал. Вот же спамер, ну вот же ты спамер какой, а. Стрелы желательно на вторую стадию, чтобы там его сбивать, этот огонь, а не на первой. Бомба бросает, убегай в стороны. Попробуем. Так. Ой, я там пропустил какого-то новичка. Пардон, я так увлекся что-то как-то. Здорово, Прайм. Что за игра? Ты играл в Hollow Knight или в Silksong? Вот что-то типа такого. Метроидвания, платформер. Nine Souls называется. Про котов. Если он еще здесь вообще. То я вообще увлекся.
Что это было сейчас? Пойду за чаем, без чая тут не обойтись, да, без крепкого чая. Не переслащенного. Вот как тут на край, если они там попадают, так что край это уже там печка это. И все равно урон по мне прошел. Офигенное начало второй стадии. Сразу с ошибки, блин. Я не могу, блин, с этих ошибок, с этих спамеров. Ну зато первая стадия уже более-менее быстро проходится. Удавит меня птица. Хорошо, хорошо. Не надо. Не попал. Стрелы работают. Стрелы работают. Не-не-не-не-не. Yeah! Ух. Хорошо, что стрелы прям... Запас стрел остался, и как раз вот они зарешали. Ух. Неужто вы подумали, что все на этом закончится? Как раз когда Азель ушел за чаем. Вот как всегда. Благодарю за вашу внимательность. Вот только пришел, да. Только Азель ушел за чаем, как сразу все. Я поглощаю боль, словно топливо.
Герой. Закаляются в агонии. Да. Победите Цзэцюаня. Столько пафоса было, столько пафоса. Большой фрукт Дао. Фух, стрелы зарешали. Не зря я как раз перед этим боем еще одну емкость купил. 4-ю. Это было прям очень кстати. Ключевая вещь. Наводящиеся дротики. Древнее оружие. Их можно дать Куафу. Этот самонаводящийся дротик был частью особой коллекции Цзэцюань. Когда-то его считали настоящим оружием подлых злодеев. К сожалению, для некоторых людей репутация штука, которой пускай... о которой пускай лучше другие беспокоятся. Это как раз про него. Все, 3 из 3, 1 из 1. Еще один соул побежден. Уже 4-й. Однажды настанет мой черед восславить наших предков. Какой тупой герой. Ну что, посмотрим, сколько еще ты сможешь выдержать. Молодой господин, вы превышаете пределы эксперимента. Да что так быстро пишете? Можно еще раз. Пожалуйста, немедленно остановитесь. Осторожнее с моими бесценными экспериментальными веществами. Долгих лет царствует Дзе. Пусть тысячи поколений властвует оно. Ура, ура. Печать Цзэцюаня. На печати Соло Цзэцюань изображен символ У, что олицетворяет порядок. Падение клана Цзэ подкосило его настолько, что Цзэцюань превратил возвращение их былой славы в цель всей своей жизни. Его стойкая вера в семейный принцип «герои закаляются в агонии» привела его к неистовой одержимости болью, которой он щедро делился с другими. Алло. Мой господин, вы уладили свои дела с Цзэцюанем? Как все прошло? Еще дышу. Ты обычно не проявляешь столько заботы. Что случилось? Брандмауэр павильона 4 сезонов перехватил странный сигнал. Твое местоположение раскрыто? Еще нет, но я боюсь, что наш противник может быть очень близко. Понял, я вернусь немедля. Позаботься о Шуань-Шуане, никого не впускай и не выпускай. Как скажете, господин. Срочно бежим домой. Так, там что-то обновилось.
Ничего нет. Прогресс уже 60% тем временем. Сколько мы уже примерно игры прошли? Больше половины? В целом. Всего. Так, у нас и яд еще есть. Предмет для Шуань-Шуаня еще есть. Четыре очка умений, кстати, тоже. Возвращаемся. Около половины, полагаю. Умения. Так. Вот теперь вот это и вот это будем прокачивать. Клинок и взрывцы. Тем, чем я пользуюсь как раз. Череполом, которым я не пользовался, по-моему, ни разу даже. Потом пойдем вот сюда. Тут тоже клинок. И что-то там еще. Половина, может быть больше. Чуть. Череполом отдыхает. Угу. Так. Где все? Что тут происходит? У меня 500 денег. Что это светится? Артефакт. Легенда о кабаньем стрелке. Легенда о кабаньем стрелке. Главы со 110 по 120. Это то, что Шуань-Шуань писал, рисовал. Получив 4 сокровища кабинета, Шуань-Шуань стал писать намного лучше. Он не только написал повесть, а и самостоятельно нарисовал обложку. История полна неожиданных поворотов, а главный герой сменился дважды. Ого. А для чего ты изучал боевые искусства? Моя наставница говорила, что они укрепят мое тело и позволят защитить других в трудные времена. Я просто последовал ее совету. Тогда почему дядюшка Пушок ими не занимается? Наверное, потому что боевые искусства ему не подходят. Он может выглядеть устрашающе, но этот комок шерсти даже мухи не обидит. Это здорово. Меч Дзе. Держи, посмотрим, справишься ли ты с ним. Вау, это самый большой нож, который я когда-либо видел. Осторожно, это не игрушка. Ты прав, его сделал очень искусный кузнец. С таким-то острым лезвием я могу быстро нарезать овощи. Он создан не для нарезки овощей. Болван, а для самообороны. Сейчас этот павильон безопасен, но мы не застрахованы от неприятностей, и тебе нужно научиться защищаться. А кто такой Дзитун, твой друг? Где ты услышал это имя? На рукояти выгравировано. Да? Неважно. Тебе не нужно знать, кто он такой. Нельзя брать чужие вещи без разрешений. Большая часть богатств клана Дзе добыта грабежом соседних царств во время войны. Я просто угощаю их тем же пряником, которые они давали другим. Что, на мой взгляд, довольно справедливо. Мне просто это не по душе. Возьми клинок, рано или поздно тебе придется научиться им пользоваться. А если он явится сюда с претензиями, ты не собираешься его возвращать? Об этом не беспокойся, пока я рядом, их маленькая семейная реликвия останется со мной. Сам себе босса обучает. Что? Đột xác định chưa?
Ты наконец-то вернулся. Как тебе удалось так долго продержаться в твоем автоматском месте? Ага, 5 фаз. Понятно. Все понятно. Все понятно с вами. Ты имеешь в виду алхимическую фабрику? Земля там горит огнем, пока людей достигает кара в печах выше. Похоже, ад из наших мифов действительно существует. Кого там кара не постигает, они проходят алхимическую трансмутацию. Так они превращаются в тех бронированных чудовищ, о которых ты постоянно болтаешь. Можно ли с помощью этой технологии создать армию чудовищ? Я не советовал бы даже мыслить о таком. Только не говори мне, что это твои волосы. Нет, я не занимался трансмутацией, поэтому мои волосы не содержат токсинов. Тебе не понравится. Ладно, главное, что это не твое. Я не против есть волосы, просто не хочу жрякать твои. Ну, это потрясающе. Она выглядит кучеряво, но гладкая, словно шелк. Я начинаю терять сознание, этот яд попал в точку. Чьи это были великолепные волосы? Мне кажется, догадываюсь по твоему смеху, что тебе лучше не знать. Я вернулся и готов к твоему отчету. Что это за сигнал, о котором ты говорил ранее? Да, мой господин. Но я еще не смог извлечь из него что-либо содержательное. Случайные бессмысленные волновые формы не поддаются интерпретации. Ты нашел источник? Да, я отметил его на вашем устройстве. Это может быть ловушка, будьте осторожны. Карта обновлена. Ага, опять сюда. Тут у нас все. Тут чипа у нас нет. А, это то самое место, где был скример. Ясно, понятно. Этот бой с Цацюанем выглядел довольно опасным, мой господин. Вам повезло, что вы в конце концов одержали победу. Ты что, меня недооцениваешь? А пожалуйста, не поймите меня неправильно. У этого смиренного слуги никогда не было сомнения в ваших способностях. Ну-ну. Он и правда был сложным противником, я не отрицаю этого. Вы, безусловно, сможете преодолеть любого будущего противника, каким бы могущественным он ни был. Ну, естественно, ну, разумеется. Мне следующий сегмент душным кажется. Ага, Зелю наоборот. Так, кстати, походу наш период миллионов ботов, ну, точнее зрителей, которые предпочитают сидеть на фоне, походу уже окончательно закончился. Вместе с тем, как мы Ведьмака закончили проходить оригинального. После финала Ведьмака уже что-то все меньше и меньше все становится, я смотрю, по графикам. Это прям исключение для Ведьмака какое-то было, что ли?
Скатились. Да, скатились. Эти дротики, те самые метательные дротики, которые часто используют Зетюань. Так вот, как они выглядят внутри. Я могу изменить их конструкцию, чтобы превратить в стрелу. Однако уверен, что тебе не противно. Использовать то же оружие, что и он. Пока у пользователя есть честь, оружие это всего лишь оружие. Если только ты не думаешь, что я использую оружие Зетюаня. Что, используя оружие Зетюаня, я каким-то образом наследую его характер. Честно говоря, твой характер не так, чтобы намного дружелюбнее. А что это написано намного мелким шрифтом, чем все остальное? Ладно, дай мне немного времени, я сделаю тебе новую стрелу. Это уже третья будет, да. Трепещи, теневица. Как видишь, название... Это что, украинская буква И? Объединяет тень с охотницей, потому что она словно тень преследует твоих врагов. Вот. Что-то тут иногда тоже с переводом какие-то фиговины бывают, я смотрю. Стрела теневица. Стрелы, состоящие из самонаводящихся дротиков, при встрече они превращаются в несколько острых наконечников, которые разлетаются и преследуют врагов по пятам, отслеживая каждое их движение. Ух ты. Прикольно. Надо будет протестировать. Теневица С. Ты победил наследника клана Цзэ. Вау. Это наверняка было трудно. Не могу поверить, что он до такой степени трансмутировал свое тело. Это пугает. Припоминаю, как ты называл его чертовски стильным. Я имел в виду... это же две разные вещи. Не виню тебя. Ин и Цзэ всегда были союзниками. Химические печи и системы вооружения, которые они использовали, были созданы твоими предками. То, что мы участвовали в их создании, не значит, что нам нравится убивать. Большинство из нас, Ин, чувствует стыд за тот период нашей истории. Возможно, я преувеличил. Что-то тут поменялось. Определенно. Госпожа Бабочка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Госпожа Бабочка?
Вау, давно не виделись. Верно, прошло столько времени. Ты должно быть... кто? Ты чем-то недоволен? Почему такой хмурый? Не играй со мной. Где мы находимся? Что ты сделала с моей мистической нимфой? Где мы? А я знаю это место. Да не стой ты столбом, окунись в водичку, нам за правду приятное. 3 точки. Я понял, это твоя ловушка. Несомненно, да. Не испытывай мое терпение, иначе я... Спокойно. Нет ничего, что не решила бы теплая водица. Чувствуй себя как дома. Залезай, немного отмокни, потом поговорим. 3 точки. Кто ты такой? Мы расслабляемся в горячих источниках, чтобы снять тревоги. Присоединяйся к нам. Давно не виделись. Напомни-ка мне, пожалуйста, кто ты. Ты знаешь, зачем я пришел. Твоя печать или твоя жизнь. Ты можешь сохранить что-то одно. Я советую тебе сдаться, пока можешь. Печать Соло, та самая, которую мы получили на церемонии коронации. Я помню ее. Она была такой красивой. Если ты ищешь красивые вещи, у меня их тут много. Забирай, что хочешь. Хе-хе, красивое местечко, не так ли? Ясное солнышко светит над горами, водичка сверкает, а рядом собрались друзья, чтобы наслаждаться всем этим. Нас здесь только 2, я не вижу никаких друзей. А? Значит, у тебя нет друзей, с которыми ты можешь провести время? Ничего страшного. Мы все можем стать твоими друзьями. Яохэ, у нас еще есть та вкусная рыбка? Брось штучку на гриль для нашего нового друга. Ой, не стесняйся, он хороший. Прости, у нас не часто бывают гости снаружи. Это мои товарищи из лаборатории. Мы работали денно и нощно над нашими исследованиями. Мы столько всего пережили вместе. Хихи, не говори так, дядюшка Цао. Это не только моя заслуга. Все внесли свой вклад в успех наших исследований. Исследования? А что же мы исследовали? Это было как-то связано с тем проектом? О, точно, еще там был И. Наконец-то приходишь в себя. А, ты его тоже знаешь? Этот парень каждый день приходил в обтягивающей одежде. Если вдруг встретишь его, передай, что я очень скучаю. Спроси, не хочет ли он зайти, когда у него найдется минутка. 3 точки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Госпожа Бабочка, одна из 10 столов в совете. Она управляет мозговым центром. Госпожа Бабочка по неизвестным причинам испытывает ментальные аномалии. Что дальше? О, что-то появилось. То что, путь боли начинается. Надеюсь, тут
Ничего не надо собирать. Кайфуют они тут, понимаешь. Данные повреждены. Ничего не ищи, просто беги. Ты наконец-то пришел, твои друзья и семья уже здесь. Почему бы не присоединиться к нам в источнике? Здесь приятное тепло, ты выглядишь усталым, не желаешь ли привлечь и подремать немного? Ты проголодался, у нас есть все, что ты любишь. Кайфуй ты без кайфу. Вот-вот. Не стесняйся, у меня тут все есть. Попей чаю, поешь фруктов, если устал, ложись и поспи. Здесь ты не простудишься. Это спокойное место, без боли и страданий. О чем еще можно мечтать в жизни? Угу. Сейчас все такое красивое розовое, а потом все превратится в всякие скримеры и начнется хоррор, как мы видели, когда только впервые в ту локацию заходили. Когда был тот самый хоррор, этот скример первый. Что-то тут явно не так. Прыгайте на энергетической сфере. Это что, грибы? Опять. Ай. Эх. Ничего страшного. Спокойно. Ой, блин. Ну как так-то? Так, кажется, они что-то поменялись. По крайней мере, некоторые из них. Или мне кажется. Беги, Форест. Этот бардак твоя вина. Наконец-то пришел. Так, это уже было. День сурка какой-то. Так, я так понимаю, это еще долго будет продолжаться. Блин. Бабочку читай. Каждый раз заново читать.
Хватит, у меня нет на это времени. О? А что такое время? У каждого свое его восприятие. Твое время идет так же, как и мое. Понятно. Ну я ж нажал. Конечно, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой, я чувствую, это надолго у нас тут. Это тоже своего рода босс, можно, наверное, считать. Блин. Опять то же самое место. Хилки можешь использовать. Тут даже не видно даже, что у меня по хп там. Ну что это было опять сейчас? Просто на ровном месте одно и то же место. Опять и опять. Это же только начало, наверное, еще. Впереди сколько этой фигни будет. Есть ощущение. Ну и, конечно, мне не хватало всего одного шага, чтобы до следующего сохранения дойти. Ну, как всегда. Ага, ага, ага. Летающие туки. Фигня.
На этом брифинг завершен. Для успеха эксперимента потребуется участие всех. Это то, что мы смотрим обычно в конце после боя с боссом. То, что прям босса полноценного не будет. Это действительно вот эти вот этот путь боли как босс считается. Это не прикольно придумали, если так действительно. Без проблем, я верю вашим разработкам. Увидимся через 30 дней. Зато переходы какие, когда падаешь. Так, еще больше стали зомби какими-то. Мне приснился кошмар. Я понял, ты сейчас спишь. Во сне случилось что-то ужасное. И думала, все идет хорошо, но это было не так. Нет, я видела предупреждающие знаки, но предпочла закрыть на них глаза. Сначала появилась лишь маленькая рана. Она казалась несерьезной, но незаметно для меня самой болезнь распространилась по телу. Спаление, гангрена и коросты. Мы сдирали коросты, чтобы никто не узнал, что все продолжало гноиться, а мы просто чесали. Чесали и скребли, драли и царапали. Не говори сейчас, просто сохраняй спокойствие. Это твой душемир. Виртуальная система снов. Ты ее разработала? Не помнишь? А, точно, душемир. Те, кто спал в капсулах для гибернации, не могли поддерживать мозговую активность. И ты пригласил меня решить эту проблему. И мне было честью работать по прославленном совете Тяньдао. Мои коллеги были в восторге. Не так ли, друзья? Их здесь нет. Это иллюзии, порожденные твоим мозгом. Нет, это не так. Ты совсем рехнулся. Проснись, это не реальность. Откуда ты знаешь? Что такое, по-твоему, реальность, а что сон? Действительно ли существует разница, или мы просто доверяем тому, что желаем? Я говорю, что это реальность. Та же реальность, о которой говоришь ты, просто сон. Ладно, тогда почему бы тебе не выпустить меня? Выпустить зачем? Куда? Соберись и оглянись вокруг собственными глазами, хватит говорить о снах. Вот так. Начинаешь меня раздражать, я больше не хочу с тобой разговаривать. Раздвоение личности какое-то. Крепота какая-то начинается. Ага. Ну, у тебя еще тут не хватало.
Хе-хе-хе, какое прекрасное место. Питает этот яркий солнечный свет и мерцающую воду. Каждый камешек кажется гладким и уютным. Воздух чистый и свежий, легким фруктовым ароматом в каждом дуновении. Или, быть может, это чай? Идем дальше. Ой. Да все не то, сколько стрел, блин, профукал. Отвратительная попытка. Плохо, отвратительно опять как. Все пропускаю, абсолютно все. Еще и стрелы. Боже, какой кошмар, а? Я сам в шоке просто, насколько все отвратительно. Просто губка для впитывания урона какая-то.
скотина. Период наблюдения завершен. Испытуемая благополучно проснулась. Душемир работает успешно. Как ты себя чувствуешь, Сяо Хэ? Все в порядке? Но все пошло не по плану. Ну. Госпожа Бабочка. Так, секунду. Сейчас опять отвлекусь на минуту. Привет, Лёха-ха. Чего стоишь? А чё-то я тут сейчас должен отвлечься. Сейчас еще должен отойти вообще. Сейчас вернусь через пару минут. Я тут. Госпожа Бабочка? Куда все подевались? Почему они исчезли? Слушай, я не знаю, что произошло в твоей лаборатории, но тебе явно не здоровится из-за этого твоего... Из-за этого твой душемир крайне нестабилен. Правда? Правда? Да, я убила их собственными лапами. Мне жаль, мне так жаль, что это моя вина. Простите, 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 простите. Простите, я не думала, что все так обернется. Я не сделала всего, что могла. Я не позаботилась обо всех должным образом. А скажи мне, что произошло? Я думал, команда Душемира все шло по плану. И это ты, прекрасно, ты пришел наказать меня. Пожалуйста, накажи меня, обвини меня, скажи, что я во всем виновата. Что? Ударь меня, пожалуйста, избей меня, не делай вид, что ты не видел. Пожалуйста, 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 пожалуйста.
Что происходит? Че, ее реально ударить? Жесть. Недостаточно. Этого недостаточно. Такая, как я, не заслуживает пощады. Я не хочу этого делать. Этим ничего не решишь. Не все мертвы. Даже Сяо Хэ мертва. Это все моя вина. Бей меня, врежь мне. Ну, раз вы настаиваете. И раз у меня нет выбора. Капец. Я так и знал, что сейчас все превратится в какой-то хоррор. Что душнее, тюрьма или это? Это. Тюрьму мы как-то побыстрее прошли, чем это. И с меньшими проблемами. А! Это бабочка то туда, то сюда, то туда, то сюда. Там она не может определиться, куда она хочет идти.
Не каждому платформеры по душе. Да, мы это знаем по мне из Путя Боли. Еще в первой части Hollow Knight. Еще там все началось. Блин. Видно. Недолет. Ну блин. Я не виноват, эта фигня слишком медленно там поднимается, эти шарики. Ну теперь не попал, блин. Ну как так-то? Обманывают меня. То туда, то сюда. Ой, выход, неужели? Боже, неужели все? Для меня он слишком легкий, я просто минут 10 подряд по прямой шел. Эти кругляшки убивать можешь, когда они не шипастые. Проснись, я молю тебя. Никаких замечаний. Все тесты прошли успешно. С проектом Вечный Котел не возникнет проблем. О, тут прям все собрались. Ну, или большинство. Ты не настоящий. Ты не настоящий. Убирайся.
Перенаправление. Восстановление соединения. Господин, вы меня слышите? Громко и ясно. О, слава небесам, я так испугался, что чуть было не отключился. Я долго не мог поймать ваш сигнал. Что произошло? Госпожа Бабочка как-то повлияла своими мозговыми волнами на всю нейронную комнату. Ума не приложу, как у нее это получилось. Она непреднамеренно затянула мой разум в свой душемир. Свой душемир? Соединение с находящимся в гибернации сознанием чрезвычайно рискованно. Большая удача, что вам удалось сохранить ясность ума. Однако теперь, когда вы невредимы, мне нужно сообщить вам плохие новости. Я подтвердил, что соул мозгового центра лишилась своего тела. Ее разум был сохранен в святилище жизни и сформировал чрезвычайно стойкое шифрование. Она все еще держится за свою печать соула. Именно. С чем бы вы ни столкнулись внутри, боюсь, вам придется вернуться туда. Ладно, ожидаем. Да и есть мне что еще и сказать. Как будете готовы, можете запустить межсознательное соединение с душемиром госпожи Бабочки. Пожалуйста, будьте осторожны и помните, какие бы эмоции вы не испытывали, они не ваши, а ее. Не потеряйте там себя. Это еще не все. Что, мне опять туда идти? Почему ты снова здесь? Предполагаю, мстить пришел, да? Давай присядем и поговорим. Я не желаю с тобой биться. О чем тут говорить? Когда они решили убрать меня, я молча сидела и смотрела, как ты умираешь. Ну и ты поступил со мной так же. Ты ничего не сделал, чтобы остановить запуск того полного ошибок проекта. Ошибок? Я всегда думал, что твой душемир работает безупречно. Он был безупречен. На самом деле, он был даже слишком безупречен. В этом вечном сне никогда не заходит солнце, а жизнь длится бесконечно. Здесь солярийцы могут воплотить свои грезы. Со временем ты перестанешь ощущать ту грань, где заканчивается реальность и начинается сон. Поэтому, когда симуляция завершится, некоторые просто не хотят просыпаться. Когда симуляция завершается, некоторые не хотят просыпаться, да. Изо всех сил стараюсь подкорректировать параметры, но не смогла полностью исправить это. 3 точки. Почему ты не рассказала мне об этом раньше? Теперь я понимаю и не виню тебя. Не винишь меня? Это ты завел всех на этот путь. Проект Вечного Котла, все эти святилища жизни просто роскошные гробы. Гробы. Все мы виноваты. Убийца. Это все твоя вина. Дай мне время, и мы сможем вместе найти способ это исправить. Слишком поздно. У тебя осталось только 2 варианта. Убей меня или останься здесь со мной и искупи наши грехи. Леди и Бабочка. Ай-яй-яй, как обидно. Три бабочки. Боже, это что за...
лучезарность началась какая-то. Ау. Не успел. ХП уже нет. Привет, Онли. Блин, опять все заново. Делай зря. Плохо.
Реально какие-то вайбы лучезарности у нее есть. Угу. Хорошее начало. Божественное начало. Невероятное, блин, начало. Жесть, сколько можно? Ё-моё. Капец. Ай, ё-моё, как был близок. Эх, еще бы одну хилочку, еще бы одну хилочку. Ну, блин. Ай-яй-яй-яй. Я даже стрелы прям все ва-банк выкинул. Еще бы одну хилочку, и все было бы. Ну, зато я теперь третью фазу увидел. Угу. Опять божественное начало. Можно сначала. Не хочу такое начало, сразу хилку как раз. Вот если бы в прошлый раз тоже вот вначале я не пропукал одну хилку, вот она бы мне пригодилась в третьей фазе. Зарешала бы. На третьей фазе нет смысла бить клонов. Я в курсе. Там не успеваешь даже посмотреть, где настоящий, где нет. Она там память просто влево и направо.
без остановки. Ну, талисманы ей нормально урона так наносят, как я заметил. Ну что это за хрень? Отвратительное только что было. Не, отвратительное. Продолжение. Начало было нормальное, а продолжение хреновое. Куча ошибок опять. Вот за ту попытку прям обидно капец. Одна бы хилка все спасла. Ай, как смешно. Все, опять словил. Все по лицу, все по лицу. Вероятно.
только появляется какая-то надежда, что вроде все нормально, начинает идти, как сразу ошибки всякие вылазят. Самые базовые. Что опять такое? Понятно, давай заново. Не, ну в первой фазе тратить хилку это смешно уже. Это позор. Как раз в первой фазе трата хилки мне может в третьей фазе эта хилка спасти, как мы уже заметили. Поэтому надо прям экономить. Не попадаться. Окей. 3 хилки, 1 стрела. Опять все впитал, молодец какой. Да, походу мы надолго тут.
Автор просто проходит игру или на 100%? Может быть на 100%. Ты ё-моё. Ух ты, третья фаза и все хилки почти есть, но стрел 0. Но ничего. Хорошо. Окей. С этим научились. Плохо. Ай-яй-яй. Да сколько можно спамить этой фигней? Нормально делись нормальными ударами.
Ой, как немножко остается. Давай, последний удар. Вы видели, сколько у меня хп осталось? Это капец, это жесть. Извини, что тебе пришлось увидеть меня такой. Я не знаю, как это произошло. Я уже отключила все системы жизнеобеспечения в моем святилище жизни, но не смогла выйти из того кошмара. Кто-то там снаружи хочет, чтобы ты жила и подключил твой мозг обратно к святилищу жизни. Теперь это не имеет значения. Сперва я была озадачена. Я специально разработала эту систему, чтобы солярийцы могли спокойно спать. Почему же я живу в кошмаре? Возможно, единственным способом утешить себя стало самоистязание. Только когда ты пришел, я поняла, что просто хотела показать кому-то свои раны. Кто-то должен был осудить меня, чтобы положить конец всему этому. У нас получается, на прошлом стриме ни одного соло не победили, а сегодня целых 2. Вот это неплохой такой стрим у нас сегодня вышел. Не ожидал это услышать от тебя. Я рада, что смогла поговорить с тобой вот так перед концом. Компенсировали. Я столкнулась со своими грехами. Теперь твоя очередь. Победите госпожу Эфирну. Наконец-то настал тот день, когда лазурная мошка поднимется в небо. Это мистическая нимфа. Ты обещал, что я смогу назвать ее так. Да, конечно. Последние несколько месяцев были тяжелыми, но теперь она готова. Осталось ввести корневую энергию в субстат лазурного песка. Как только она стабилизируется, наша мистическая нимфа оживет. Ну и есть еще кое-что, о чем мне было немного страшненько сказать. На днях я услышала стенание корней. Они кричали, что не могут дышать. Действительно ли нам стоит проводить этот эксперимент? Опять ты со своими глупостями. Не волнуйся, я проверил и перепроверил свои расчеты бесчисленное количество раз. Кроме того, если что-то пойдет не так, это все равно будет хорошим опытом. В этом и заключается суть эксперимента, понимаешь? Не совсем. Будто разговариваю с ковром на стене. Просто наблюдай. Я сейчас включу переключатель. Что происходит? Остановись! Бум! Жесть!
Печать госпожи Бабочки. На печати соло леди Эфирной изображен символ Синь, что олицетворяет доброжелательность. Госпожа Бабочка. Как создательница системы Душемир, госпожа Бабочка заранее знала о ее существенных недостатках. Однако под давлением обстоятельств она не сумела предотвратить массовое развертывание этой системы. Смерть ее коллег стала тяжким бременем для нее, и в конце концов она утратила способность различать сны и реальность. Господин, простите за беспокойство, но в павильоне 4 сезонов есть проблема, требующая вашего внимания. Что случилось? Я снова обнаружил аномалии в корневом узле. Они влияют на энергоснабжение зоны. Это чрезвычайно важно. Я бы не посмел принимать поспешные решения без вашего знания дела. Ладно, я вернусь как можно скорее. Опять какие-то срочности. Большой фрукт дал. А мне еще и телепортироваться нельзя. Мы пошли пешком. А ты тут был? Не помню. Не, это новый. Берет! Награждайтесь подвешенной вечностью среди вечно зеленых Нагорий. Новый Кунлунь, плодоносный дом ваших потомков. Как вас жуют? Жуют? Отлично, рад знакомству и тому, что вы меня прошли. Это гад. Ты тот еще гад. Я пытался поговорить с вами, но вы профилировали меня. Что? Продохните и чувствуйте себя как коми. Да, спасибо. Продохните и в коме меня. Мне предлагают в коме себя чувствовать. Как приятно. Как мило с вашей стороны. Награждайтесь подвешен. Да, это ты уже говорил. Ты уже спрашивал. Правда, извините, сигнал здесь довольно жаркой. Моя информация чисто испытывает поддержку. Продохнем, да. Дай мне отчет по региону. Конечно, в мозговом центре нет никаких повреждений. Процессы в каждой мозговой комнате также придут гладко. 95-й потный двор был разрушен в результате душного радара. Общей целостности и трепанации души мира не пропадали. Третья жатва мозгов обезьяна-людей в этом сезоне завершена. Боже, что он несет? Все они были успешно загружены в сеть. Она была третьей или плетью? В любом случае, наша численная мощность всеведущая. Ага. Почему я тебя не видел раньше здесь? Я не знаю, вы несколько раз прошли туда-сюда передо мной. Было положено то, что вы чем-то обеспокоены. Вы игнорировали коня. Коня? Даже когда я ржал вас. Я так рад, что теперь вы меня бредите. Ура. Прощай. Полка, возвращайтесь снова. Забавный. Дай мне чип. Что случилось? Вы хамите мой чип парты? Что? Если я дам его вам, то не смогу больше танцевать. Устроит копия. Могу сделать вам гарпию. Не надо мне гарпий. Гарпию всего за 400 дзинь. У вас есть каце? Что, еврей? Отлично, сделаем рупию прямо уже. Теперь рупию предлагает. Чип центрального ядра. Центральное ядро — сердце нового Кунлуня. В нем находится корковый центр вечного котла. Уф.
Осень. Осень наступила. А когда зима? Жду зиму. Сильно-сильно. Зачем ты привел меня сюда, мелкий? У меня нет времени на твои обезьяни выходки. А? Ты вернулся? Как раз вовремя. У меня есть минутка. У тебя есть минутка насчет того ножика, что ты мне дал? Что? Ты уже освоил его? Эхе, думаю, я понял, каким пользоваться. А Бак помог мне найти много информации, и мы даже установили соломенные мишени. Отойди назад, ты не двигайся, это опасно, так что лапы тоже не протягивай. Смотри. Впечатляет. Ну как, нравится? И подстриг куст, и превратил в... Что это такое? Угадай. Раздавленный жук. Это определенно насекомые. Крылья кажутся мне знакомыми. О, понял. Разве это не твоя мистическая нимфа? Как ты вообще догадался? Правильно. Я всегда хотел свою мистическую нимфу, но не хотел беспокоить и по этому поводу. Так что решил выстричь ее себе. Я дал тебе этот клинок, чтобы ты научился драться, а не выполнять цирковые трюки. О, вот как. Надо было так и сказать. Ты же просто сказал мне, что мне нужно научиться им пользоваться. Тоже при взгляде на нож помышляет о нападении на других людей. 3 точки. Я так не могу. Я с оружием не дружу. Может, я мог бы использовать его для пахоты и для копания земли. Если однажды кто-то захочет навредить тебе, думаешь, сможешь защитить себя? Конечно смогу. Как только они увидят красиво подстриженные цветы и деревья, не захотят разузнать, как я это сделал. Тогда они найдут более интересные применения своему оружию, чем причинять мне вред. Вот как я собираюсь защищаться. Ай, забудь, мой приматный друг. Ты имеешь дело с тем, кого можно назвать непоколебимой личностью. Ясно, понятно. Получено. Начинаю анализ данных карты. Ты думал о том, какие проблемы могут возникнуть, если я соберу все ресурсы? Это не касается меня и моих дел. Неудивительно, что тебя бросили здесь. Так, тут все. Тут все. Тут не все. Тут все. А тут что где? Не понял, что где тут. А, вот вижу, что там. А там мне уже можно попасть? Там, по-моему, тупик какой-то был вроде бы. Так, мы уже 3 часа стримим. Тем временем. Так, секунду. Так, я же надеюсь, рестримбот опять не поломался. Нет. Все окей. Что мне по деньгам? Нет у меня денег, ясно, понятно. О чем ты думаешь? О вчерашнем сне. О, папа, дядюшка Пушок, все были там. Мы сидели вокруг костра, жарили зефирки, это был отличный сон. Часто видишь сны?
Уже нет. Возможно, потому что я слишком долго спал. Ну, как мне говорили, он не спит вообще. Да, стена. Я все видел. Контейнеры с влажными и гладкими белым... Влажным и гладким белым материалом. Я знал, что и вы такое делаете. Это тофу, да. Вы тоже его ферментируете? 3 точки. Что? Я что-то не то сказал? Я уже целую вечность не ел тофу. Может, украду контейнер в следующий раз, когда буду неподалеку. Не стоит. Содержимое безвкусное, и тебе не понравится. Правда, ты сейчас лишь подстегнул мое любопытство. Господин, осталось еще 3 зоны, с которыми нужно разобраться. А именно исследовательский институт под управлением Эйгун, Поднебесная, в которой заправляет клан Фен, и грот Даусов, владение Цзы, куда никто не ступал уже несколько веков. На данный момент у меня очень мало информации об исследовательском институте. Вход в него был завален в результате значительных повреждений. Поэтому я предлагаю сперва исследовать грот или Поднебесную. Вы можете попасть в Поднебесную через Небесную башню, которая соединена с Восходной башней. Что касается грота, его вход находится в огромном зале Гулман. Прекрасно, я ценю такую подробную информацию в это непростое время. Спасибо за комплимент, мой господин. Сначала пойдем в грот. Тут все еще ничего не выросло. Ничего нового не продается, денег нет. Так, тебе чего? Сударь И, уделите ли минуточку вашего драгоценного внимания? Что случилось? Простите за мою дерзость, но вам не попадался новый том «Легенды о кабаньем стрелке». Легенды о ком? Легенда о кабаньем стрелке, главы со 110 по 120. Толстенький и приметный томик. Кажись, попадался. Я отметил его в уме, когда недавно углядел на полке, но сейчас его там нет. Интересно, не вы ли его прихватили? Я ли его прихватил? Возможно. Так и знал, у вас отличный вкус. Какое замечательное произведение, я взял его, чтобы сократать время. Но мастерство автора пробудило во мне яркие фантазии и тронуло до глубины души. Феноменально. Аж покорный жаждет прочесть его хоть на самую баснословную цену, хоть за самую баснословную цену. Готовы ли вы назвать ее, сударь? Да, миллиардов долларов. Постой, сперва нужно убедиться, что мы оба говорим об одной и той же книге. Стыц, ни слова больше. Вы верно принимаете меня за бревно какое-то неотесанное, но я готов предложить щедрейшую компенсацию. Есть у меня в котомке еще один нефрит прекрасный, который, я убежден, восполнит пропасть утраты, оставленную лишением вас этого шедевра. Пойду за чаем. Вторым. Вторым? Не третьим уже? Кучеряво, сколько там у тебя этих нефритов? Ладно, забирай. Я безгранично признателен. Судьба героя в его борьбе против короля зверей не дает мне спать ночами. Короля зверей? Я думал, он сражался с жителями моря. 3 фазы чая. Да, это было целых 10 глав назад, сударь. Нефрит стальной кожи. Превращает часть урона во внутренний урон, позволяя вам проявить большую стойкость в ожесточенных боях. Не знаю, это имба какая-то или нет. В протяжении последнего столетия я наблюдал за поведением солерийцев, насколько это было возможно.
Однако есть одна вещь, которую я не могу имитировать. Знаете, что это? Насилие. Хо-хо-хо. Это я сознательно выбираю не делать, хотя и могу. Я говорю о снах. Искусственные существа, как я, не могут видеть сны. Я пытался ограничить свою производительность и отключиться, чтобы вызвать обморок. Но сны так и не пришли. Понимаю, почему они тебя привлекают, но не стоит на этом зацикливаться. Да и сны далеко не всегда хорошие. Вместо настоящего урона будет часть во временный уходить. Я могу вместо чего-то вообще его надеть. Это я не буду менять. Это тоже не буду менять. Это уже 3 занято у нас. А, 4 даже. А, в любом случае я не смогу его одеть. Только если куплю еще одну ячейку. По-моему, вот этот нефрит нифига не работает. Я сколько раз проверял, оно не срабатывало. Опять обучение какое-то. Что на этот раз? Работает на самом деле? Да? Вот я не так думал, что оно будет работать. Двойной прыжок! Да ладно. Боже мой. Еще одно гениальное изобретение. Местность здесь скалистая и трудная. Нужно что-то придумать. Могу ли я покорить природу, чтобы подняться наверх? Возможно. Смотрю, ты тоже справился, друг мой. Неплохо. Представь, что ты ступаешь по облакам, танцуешь между небом и землей. Какая скорость, словно эта техника разрушила все мои физические ограничения. Этому фанши понадобилось 20 циклов, чтобы развить эти умения. На сим обучение мое завершается. Это наше последнее обучение? А то я помню, там в навыках у нас столько всего... Одного навыка как раз не хватало. Из тех, которые были закрыты. Облачный прыжок. Еще что-то? Не понял. Что, тройной прыжок? А, опять ты. Ну как? Вспомнил, коллега. Я же говорил, что мы встретились. Что мы встречались. Тот воин сейчас, это был ты? Да, благодаря твоим наставлениям эти боевые умения фанши спасли бесчисленное множество жизней. Это пространство окончательно запутало меня. Окончательно запутало меня, да. Погоди, так ты и правда Лао Цзи? Твой покорный давно уж отказался от всего имени. Получается, я разговаривал с призраком. С моей точки зрения, в то время ты отказался от намного большего, чем просто имя. Почему же ты так считаешь? Ты завел фанши в изоляцию и пропагандировал правление через
недеяние или недеяние. Из-за того, что ты на века запечатал научный прогресс Пенлая, нынешнему поколению ученых очень сложно двигаться вперед. Таков ли приговор, который вынесли мне будущие поколения? Таков приговор, который вынес тебе я? Честно говоря, я никогда не переставал размышлять о своих поступках. Я здесь разыскиваю не только дао, но и покаяние. Не вини себя слишком уж сильно. По крайней мере, ты хоть раз принес мир на Пенлай. Неужто хаос вернулся вновь? Моя попытка, безусловно, была лишь каплей в океане бесконечного дао. Это не тривиальный кризис. Это... Не хочешь ли ты вновь спасти солярийцев вместе со мной? Да, спасаем мир. Очередной раз. Охо-хо, слишком уж давно я покинул круг смертных. Эти старые косточки уж обветшали и ни на что не годятся. Более того, я столь долго пробыл в этом безграничном царстве, что просто не могу вернуться в реальность. Такое возможно? Тогда мне лучше скорее убираться, не хочу тут застрять. Очень жаль, правда. У меня еще столько вопросов к тебе. Да, встретимся мы вновь под покровительством великого Дао. Коль впереди лишь пустота, зачем цепляться за единственную идею? А что-то я уже устал за сегодня. 2 таких босса прошли, классных. О, что тут опять происходит? А я тоже по всем скучаю. Как долго он уже торчит в виртуалке? Господин, прошло более 5 часов. Это плохо, отойдите, я собираюсь его разбудить. Геймер растет. Проснись, ты меня слышишь? Видишь? Узнаешь меня? И? Абак? Дедушка Пушок? Когда вы все сюда пришли? Приди в себя, твои глаза покраснели, а губы побелели. Как долго ты сидел? Когда ты последний раз пил воду? Что случилось? Что ты видел? Что? Ничего, я просто разговаривал с мамой и папой. Сколько времени прошло? Такое ощущение, что несколько дней. Мы просто обсуждали, что будем есть на ужин. Странно, куда они подевались? Он начинает путать виртуальный мир с реальным. Это типичный ранний симптом синдрома дезориентации. Что ты имеешь в виду? Они ушли? Ой-ой. Долго с этой штукой на голове не сиди, от нее тебе может стать плохо. Ребенок не поймет этого. К тому же он просто хотел увидеть своих маму и папу. То есть он... Нет. Может лучше мне забрать шлем. Я был на полпути к завершению в одной из игр. Можно оставить мне шлем. Я больше не буду сидеть в нем так долго, обещаю. Тогда пообещай мне, что каждые полчаса, проведенные в нем, ты будешь выходить и гулять хотя бы 10 минут. Абак, проконтролируй. Как прикажете, мой господин? Постройте близкие отношения с Шуань-Шуанем. Достижение называется Дайка-Дайка. Ну как? Нашел, что искал? Не дело, солярийца. Ладно, не переживай, не смотрел я. Не просто немного любопытно. Нашел ли то, что искал? 3 точки. Шанхай 9000 ищет кого-то. Кого? Нет, забудь. Не следует мне в это лезть. Шанхай 9000 ищет друга. Друг? Какой модели? Солярийка. Она подруга. Тебе стоит поискать святилище просветления, если ищешь солярийцев. Подруга не святилище просветления. Подруга не спит. О, соболезную. Если она не спит, скорее всего, ты найдешь лишь ее тело.
Это не имеет значения. Почти нашел подругу. Да он еще доту не видел, к счастью. Я слышал, что случилось с госпожой Бабочкой. Слава небу, что тебе удалось сбежать. Насколько сильно она тебя ненавидела, чтобы запереть в своем душемире? Теперь, когда я об этом думаю, возможно, все было наоборот. Вероятно, сделала она это в надежде, что я пойму ее страдания. Правда? Как жаль. Среди этой группы безумцев госпожа Бабочка была единственной, с кем можно было вести нормальный разговор. Ох, возможно, мы все ответственны за ее погружение в безумие. По крайней мере, ей больше не будут сниться кошмары. Понимаю, его тоже не хотел бы потерять возможность покемонов ловить. Дождик на фоне шумит. Красота. Ляпота. Так, ладно, все, со всеми поговорили, со всем разобрались. Денег нет, очков навыков нет. Все копим. Как нам сказали, нам надо идти либо в грот какой-то, либо куда-то наверх. Но я выбираю, наверное, в грот сначала. И то уже, наверное, на следующем стриме. А то что-то я уставшим себя каким-то чувствую уже. Столько всего зачитывать. 2 босса таких конкретных. Так, еще раз пробегаюсь по карте. Тут все, тут все, тут все. Все. Вот тут вот 2 предмета мы пропустили. Можно пока что еще сгонять вот дособрать то, что мы пропустили на вот этих территориях. Вот тут, например, еще где-то я вроде что-то видел. Вот тут вот что-то есть еще. Тут ничего, тут все. Тут все. Все. Вот тут вот что-то одно еще. Вот 3 локации уже есть, в которых что-то пропустили. Но сюда мне как раз походу и надо идти. В эту сторону. Но это уже потом. Вот в эти левые локации можно сходить, если там открыты эти пути уже. Вот сюда точно. Дождик прекрасный. Скоро стану окончательным фанатом покемонов. Опять эта музыка. Так, и что у нас тут? И как туда попадать? Вот так вот, двойным прыжком. Наконец-то. Нефрит стойкости.
Уменьшает отдачу от вражеских атак при парировании. Увеличивает стойкость к сильным ударам. Интересно. Ой, блин, не павильон. Хотя нет. Да, павильон, правильно. Два босса там. Угу. Вроде неплохо, но не знаю. Не знаю. Опять тюрьма. Так, вот. Двойной прыжок. В навыках осталось всего-то сколько? 8 штук. Нефритов вот еще довольно много. 4, 6, 8, 10, 11. 11 штук еще не найдено. Но в большинстве случаев там как раз продаются по ходу. Так, тут где-то два предмета еще. Один направо там вот, а второй где-то вот тут внизу слева, скорее всего. Погнали. Да. Вот. Один есть. Следующий. С двойным прыжком я теперь себя ощущаю вообще уверенно. Тут тоже вроде бы двойной прыжок нужен был. Угу. Да что ж такое? Крутилки, вертелки. Слишком быстро, ё-моё. Вроде жму вниз, она все равно ударяется во все подряд. Я не понимаю. Мне загадок тут не хватало, блин, под конец стрима. Душных.
И задолбало уже, честное слово. Не спешить не помогает, спешить тоже не помогает. Точно, рыбки. Долбаные рывки, про которые я никогда... которыми я никогда не пользуюсь. Ты, блин. Угу. Меня боссы так не бесили. Нефриту смирение толпы. Инь. Добавляет ударную волну к взрывам талисманом, который наносит урон врагам поблизости. Полезно в боях против нескольких врагов. Ну, нескольких. Такое, не знаю. Вроде да, вроде и нет. А вот тут вот Игорь вроде говорил, что тут пока ничего нет, что тут пока рано. Сейчас уже не рано. Подземная пещера. Самая начальная локация. В той комнате по сюжету будет предмет. Вот этой, да? Все тогда. Во всем остальном везде все. Так, в грот, я так понимаю, мне опять вот куда-то сюда. Там мне как раз нужен был где-то двойной прыжок. И там мы как раз найдем чип. И вот тут вот доищем два предмета как раз по пути. И будем разбираться, что там, куда там дальше. Хочешь, покажу прикол? Какой? Так, что еще?
На полу больше нет места. Как насчет полки? Не хватает места для всех твоих вещей? Нет, я могу освободить больше места. Только сейчас я осознал, сколькими интересными штуками ты меня научил. Ты погляди на все эти вещи, которые ты мне принес. А я думал, что ты просто хочешь избавиться от меня. Я не ожидал, что тебя так заинтересует знание солерийцев. Не чертовски увлекательное. Я и не подозревал, что в вашем мире есть столько всего, чему можно научиться. Но я никак не пойму, если Пенлай был таким интересным, почему вы покинули его? Мы не хотели улетать, мы, солерийцы, заболели. И не могли больше оставаться на Пенлае. Вам стало лучше после того, как вы прибыли сюда? Нет. Но это... Это же как с книгой, знаешь. Пока не прочтешь последнюю страницу, можешь не бояться плохого финала. Что? Я никогда не дочитывал историю до конца. Вот уж чего, а финала мне совсем не хочется. На твоем месте я бы не переживал. До твоего финала еще очень и очень долгий путь. Шуань-Шуань. Под влиянием И Шуань-Шуань обрел глубокие познания в области знаний и культуры солерийцев. Также научился находить этим знаниям новые способы применения. Однако мальчишка не догадывается, какое сильное влияние окажут его труды на будущее обезьяно-людей. О как. Телепортируйся в Грот Даусов. Ждем сиквел Ушань-Ушаня. Грот Даусов. Угу. Так мне сюда и надо. А на карте вообще никак не отображается, что тут что-то такое есть. Нормальный прикол. Такие приколы я люблю. Капец, 2000 денег. Не, ну теперь нам надо что-то идти покупать. Такими-то доходами. Или можно еще вот тут вот что-то найти. Раз уж мы это самое начали. Может там еще что-то, сундучки какие-то, еще денег прибавится, чтобы мне меньше продавать, если что. Надо было бы. Да, там тоже рядом. Один сундук там как раз был такой, для которого нужно был двойной прыжок. Вот, да, вот этот вот как раз. А что второе, не знаю. Нет, не двойной прыжок, а что, тройной прыжок? А или это где-то отсюда, может, надо будет спрыгивать. Вуаля. Компонент.
еще лифт куда-то. Или мне сюда и надо по сюжетке? Я думал, мне вот сюда куда-то надо. Тут еще лифт куда-то. Ай-яй-яй. Погодите, а что внизу? Внизу ничего. По сюжету в 2 места. Одно из них. Да, точно. Мне там говорили, что в 2 места. Окей. Но еще один предмет где-то тут есть. Где-то, где я пропустил. Или где-то там наверху лифта. Кто-то догадывается, что я мог пропустить, чтобы мне тут 100 лет не бегать? Или может оно вообще недоступно мне пока что где-то? Помнишь, мы вошли-вышли? В смысле? Где вошли-вышли? Прямо в этой перед тобой? Вот это? А, да. Спасибо. А. Может вот это? Угу. Перепутал. Еще нефрит. Нефрит неподвижности. Уменьшает время, требуемое на выполнение заряженного выпада, когда герой стоит на месте. Будьте неподвижны, словно скала, глядя устрашающему врагу в глаза. Ну, это фигня. Я вообще этим ударом заряженным редко пользуюсь, а это... Но еще и 2 места занимает. Нет, нет, нет. А, нет, одно. А, нет, 2. Это вот это. Пардон. Да, тогда фигня. Нефритов становится все меньше и меньше, которые нам надо собрать. В большинстве, как я говорил, именно в продаже. Ладно, возвращаемся, еще что-то купим за эти деньги и будем заканчивать. У нас на локациях везде все собрано, что вообще можно бы собрать по ходу. Да, тут тоже 6 из 6. Остается нам только идти либо по сюжетке туда, либо вот туда наверх. Туда и туда мы, наверное, сходим в следующий раз. Вот тут вот вы говорите по сюжетке. Вот тут вот у меня нет карты. Там тоже тупик вроде был. Все остальные места изучены. Так, сколько у меня? 2500. Ага. Может улучшить стрелы? Почему ты здесь, И? Порадуй меня партией, Тянь-Кунь. Я практиковался собакам, пока тебя не было. Возможно, в этот раз я даже смогу сыграть с тобой в ничью. Тебе бы немного веры в себе. Давай начнем. Думаешь? Тогда я постараюсь. Посмотрим. Сперва сосредоточусь на углах. С тобой все в порядке? Что? А что не так? Не знаю, думаю, тебя что-то беспокоит. Беспокоит? Да нет, все в порядке.
Ты лжешь. Это уж я точно знаю, наверняка. Все сложно. И точки. У нас все сложно. У нас 3 точки. Как думаешь, в этом мире есть настоящий злодей? Да, тут парень, Цзэцюань, который тебя поймал и мучил, был настоящим злодеем. Ты так думаешь, потому что он причинил мне боль? Да, он тебя сильно обидел. А если в прошлом причинил боль многим... А если я в прошлом причинил боль многим людям? Разве это не делает меня таким же плохим, как Цзэцюань? Ты беспокоишься, что становишься злодеем? Мне кажется, не думаю, что настоящий злодей будет о таком беспокоиться. Действительно. Погоди, этот ход. Откуда ты знал, что надо сыграть именно так? А что такое? Ничего особенного, это был изобретательный ход. Я не могу объяснить, но иногда я просто играю по наитию. По наитию. Я никогда ничего не делал по наитию. Может быть, именно поэтому тебе было так трудно? В чем это ты? Может быть, все вокруг не такое уж сложное? В большинстве своем. Нужно просто делать все, что в твоих силах. К тому же, наверное, очень утомительно ежедневно думать о злодейских штуках. Я вновь проиграл, потому что был слишком занят болтовнёй. Но ты быстро совершенствуешься. Более того, ты гораздо талантливее, чем думаешь, во многих отношениях. И не каждый день я слышу от тебя похвалу. Мы, я так понимаю, все отдали эти артефакты, которые могли для него найти, судя по тому, что мы там даже достижения уже получили за это. За улучшение отношений с ним. Я тут просто молчу. Чай уже выпил. Теперь только сюжет в новых локациях. Угу. Не все. Не, ладно, давайте стрелы улучшим. Как раз все деньги потратятся. Вот эти вот обычные. Ранг X. Угу. Я в основном только ими и пользуюсь. Все, отдыхаем. Я про предметы для ушань-ушань, я понял. Ой, что еще вы хотите? Чего вы так много говорите сегодня? Что происходит? Почему вы уставились на портрет? Но, господин, когда Ушань-Ушань создавал свою версию, а я воспользовался случаями и проанализировал эту картину. Нас ждала неожиданная находка. А, что именно? Стиль и возраст картины указывают на довольно видное происхождение художника. В эпоху раздора один известный ученый-воин выступил против растущего неравенства и начал безжалостно грабить дворян 9 царств. Затем он будто бы исправился, поговаривают, что последние годы он дожил в уединении на острове Кунь-Лунь. Продолжай. Полагаю, наш художник мог спрятать секретные подсказки в этой самой картине. Хочешь сказать, картина что-то вроде карты сокровищ? Именно, точнее, поэма сокровищ.
О чем эта поэма? Звучит любопытно. Если присмотреться, на фоне есть текст. Это средневековый солерийский текст. Что там написано? Позвольте мне привести. Запуск системы перевода. Перевод завершен. Мой господин, я загрузил перевод в вашу базу данных. Эй, ты собираешься на поиски сокровищ? Возьмешь меня с собой? Не следует слишком уж обольщаться. Вдруг это ловушка. Так. Поэма из портрета бессмертного. Всех 9 держав богатства покоится в Куньлунском гроте. Усан, резбленный на востоке, ведет наверх, словно в полете. Мы нашли эту поэму в портрете бессмертного. Возможно, в ней зашифрованы подсказки к спрятанному сокровищу. Это, случайно, не такая же поэма, как мы какую-то там разгадывали уже? Не, это была баллада. Вот это вот. Это еще поэма какая-то. Это мне на будущее? Или я уже сейчас могу что-то с ней сделать? Капец, у нас куча всяких ключевых предметов собиралась. Я сначала другое слово увидел там, поэтому задумался чуть-чуть. Показалось. Не буду говорить, какое. Ивенты. Дейлики. Так что с этим сокровищем? Могу что-то с ним сейчас сделать или это на будущее? Пока мне ничего с ним нельзя сделать, собственно. Так, если отдохну, они опять что-то захотят говорить. Повтор ситуации с Конхоем. Не понимаю, о чем вы. Где Ушань-Ушань? Я вообще так и не понял, что это за бумажка. То есть ты не нашел этого сокровища по итогу? Не может быть, что за ней ничего не скрывается. По-любому какое-то сокровище должно быть. Где Ушань-Ушань? Не говорит. Ну тогда все. Мы сохранились. Выходим. Может и нашел. Может и не нашел. А может нашел. А может не нашел. А может нашел. Короче, на сегодня все. Сколько там мы уже наиграли? 18 часов показывает в игре. Очков умений 35 из 54. Какая бумажка? Вы о чем? Карта сокровищ, которую мы в картине расшифровали и нашли. Наверное, я понимаю, что она означала. Наверное. Так. Спасибо всем, кто был, кто смотрел, кто был в чате и активничал на протяжении всего стрима, кто, может, смотрел или слушал молча в чате, ничего не писал.
И просто напомнил всем, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим когда-то. Тем, кто ставил лайки или дизлайки. На ютубе всем спасибо. Всем до встречи на следующих стримах по Nine Souls'у или по другим играм. Не знаю, когда будет следующий стрим. Завтра, скорее всего, не будет стримов. Понедельник тоже не знаю. Короче, где-то на следующей неделе, скорее всего. И не знаю, по какой игре, если честно. Надо будет выбирать и думать. Все, всем удачи. До скорых встреч, всем пока.